Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок на Яндекс.Дзен, Рутюбе, Телеграм-канале. Сегодня у нас такая замечательная работа по украшению наших Барби. Я уверена, внучки, дочки просят часто связать, но у нас, как правило, нет времени, а может быть нет желания. И в то же время это занимает очень мало, буквально часик вашего времени. Можно связать вот такое замечательное платье и вот такую шляпку. Шляпка вяжется вообще минут 15 от силы. Предлагаю посмотреть цикл передач. Я буду вязать несколько платьишек, попросила внучка, и буду вам все показывать. Набираем на любые остаточки хлопковой пряжи, вот у меня буквально немножечко, 32 воздушные петли, 32. Выравниваем вязание, замыкаем в кольцо, в круг. И наша задача провязать реглан. 1, 2, 3, 4. И в это же место вкалывания еще один столбик. Это у нас первый будет реглан. Можно поставить маркер, чтобы не забыть. Вот. Теперь наша задача провязать 4 реглана. Один реглан мы провязали, теперь вяжем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 7 провязали. В 8-ю воздушную петельку, 8-ю, вяжем галочку, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Это наш реглан. Наш реглан. И тоже можно поставить маркер, чтобы мы знали, что здесь мы будем с вами делать увеличение. Вот. Еще провязываем 7 реглан, 7, галочка 7. Провязали первый ряд, самый главный, самый основной. Присоединяем наш 7-й столбик в начало вязания. Вот. Если маркер мешает, можно его убрать. Я думаю, что будет видно воздушную петельку и что здесь у нас реглан. Смотрите, вот в сам реглан мы с вами заходим. И опять вяжем 1, 2, 3, 4. И в это же место в арочку вяжем столбик с накидом. Все остальные столбики, у нас теперь их уже будет не 7, а 9, да, провязываем столбиком с одним накидом. В галочку вяжем галочку. Все. Таким образом у нас идет расширение, провязывание реглана. Можно провязать поворотными рядами. Я знаю, что многие это не любят. Можно вязать по кругу. Столбики с одним накидом. Легко, просто. У нас простая кокеточка будет и красивая юбочка к платью. Убираем маркер, чтобы он нам не мешался. Этот столбик, который у нас был, вот мы его уже провязали. А в центр провязываем столбик новый, воздушную петельку и еще один столбик. Это у нас идет увеличение. Все остальные столбики вяжем по факту. Все, весь наш круг вяжем таким образом. Вот, но если вы боитесь потерять маркер, можно его вот сюда поставить, чтобы он не мешался при вязании. И уже будете знать, что это вместо маркера. Это у нас реглан. Провязала я 3 рядочка. Просто столбики. И там, где у нас реглан, галочка. Итого получилось 11 столбиков. Теперь наша задача, это уже вот у нас такая кокетка связана. Теперь наша задача провязать тело. Для этого мы вяжем в обратном направлении 3 воздушные петли, разворачиваем вязание
Вяжем наши столбики. Это у нас первый. Считаем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, что-то я просчиталась. Ну правильно, получается же у нас еще регланная линия, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11. Окей, 12. Пропускаем линию рукава, провязываем 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Делаем накид и пропускаем регланную линию, провязываем столбики, которые у нас есть впереди. То есть мы связали со стороны спинки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, да, и 13. Получается 11 это у нас было в третьем ряду, и еще добавился реглан. 1, 2, 3, 4, 5. А так как у нас рукавчик мы не вяжем, мы пропускаем, еще один столбик у нас нужно довязать, чтобы было ровно столько же количества столбиков, сколько впереди. Что мы с вами получаем? Смотрите, у нас провязана кокетка, и нам теперь нужно вязать ровным полотном рядочка 3 по столбикам, как они у нас есть, и там, где воздушные петельки мы с вами набирали, по воздушным петелькам, я думаю, столбика 3 наберем с одной стороны и с другой, и все столбики. И вот смотрите уже, как все красиво получается. Набираем 1, 2, 3, разворачиваем вязание, и вот по нашей арочке воздушной, это у нас подреза, я бы сказала, если мы вязали взрослую кофточку, 3 столбика, и все остальные столбики по факту. Привязала я тело, уже видите, формируется какая красота. Такое наше платьишко. Обязательно меряю на куклу, все хорошо одевается через голову. Провязала 3 рядочка. Вот мы с вами начинали 3 столбика, и те столбики, которые у нас уже есть. 1, 2, 3, 4 рядочка провязала нежным персиковым цветом и 1 ряд столбики белого цвета. Почему белого? Контраст всегда красиво смотрится. Я думаю, что белая девочка будет очень красиво. И что я предлагаю? Перед тем, как вязать подол, я предлагаю еще горловину обвязать. Вот, допустим, у нас вот здесь будет спинка. Со стороны спинки, чтобы не было видно там шва, присоединяем белую ниточку. Конечно, мы все спрячем. 1, 2, 3 воздушные петли, 2 столбика пропускаем, соединительный столбик, 1, 2, 3, просто чтобы горловина была красивая. У нас набрано 32 столбика, и поэтому я через 2 ряда, вернее 2 столбика, через четное, да, так вот предлагаю обвязать горловину воздушными петельками. 1, 2, 3. Вот так вот. И у нас уже будет горловинка интересная. Вот такая обвязка горловины у нас есть. Хотите обвязать еще рукавчики? Тоже можно, я думаю, будет смотреться здорово. А я продолжаю показывать, как мы будем вязать красивую юбочку. 3 воздушные петли мы провязали. В это же место воздушную петлю и еще, так, нет, простите, 3 воздушные петли, веер будем вязать, столбик, в это же место столбик,
2 воздушные петельки и еще 2 столбика. Вот такой веерок. Такой веерок. Пропускаем 1 столбик и вяжем просто столбик. 1 столбик. 1 столбик. Так, вязали, пропускаем, вяжем столбик. Сильно близко. Все-таки 2. 1, 2. Столбик. 1, 2. Веерок. 2 столбика, 2 воздушные петельки, 2 столбика. То есть вот таким образом мы начнем вязание первого рядочка узора для юбки. 2 пропускаем. И будем потом постепенно делать увеличение, чтобы все было очень красиво. Все-таки перевязала я узорчик, а то как-то некрасиво получалось. Я сделала через 1 столбик. Вот наш кустик. Столбик пропустила, столбик. Столбик пропустила. Ну, пусть не кустик, ладно, веерок. Заканчиваю вязание. И у меня вот дилемма. 2 столбика осталось, как-то вот третьего не хватает. Проявляем такую смекалку. Просто по центру провязываем столбик. Я всегда стараюсь узор подстроить под те петли, которые у нас есть. Допустим, со стороны спинки, со стороны шва, со стороны там где-то на бочке. Можно всегда сделать немножечко, схитрить. Вот такой узор. Это самое-самое у нас начало. Я разворачиваю поворотными рядами. Можете этого не делать. Это абсолютно не принципиально. Вот наш столбик. Я в него соединительными столбиками перехожу и вяжу 1, 2, 3 и еще 1 столбик. Вот в чем хитрость будет нашей юбочки. Мы будем вязать расфлешенную юбочку, прибавляя в каждом ряду по 1 столбику. Сначала у нас будет 1, потом 2, потом 3, потом 4 и так далее, пока вы захотите вязать. А центр веерочка мы будем провязывать сам веерок в центр. 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика. То есть веерочек мы не трогаем. Сам столбик увеличиваем. Из одного провязываем 2. Опять в центр веерочка вяжем 2 столбика. Можно вязать по кругу. Вот ничего я вам не говорю. Это же по желанию. Мне нравится поворотными рядами вязать больше. Вот. Что мы с вами делаем? У нас будут веерочки и увеличения. Такие будут клинышки. Измеряйте по длине, которую вы хотите связать. Может быть, у вас будет это короткое платьишко, может быть, это будет длинное платьишко. Тут уже смотрим, да, как нам нравится. Но основной узор вот он. Ясный, четкий, понятный. Таким узором можно связать и взрослую юбочку, или на внучку, допустим, да. Я показываю вот такой вот уменьшенный вариант. Вяжем. Получается вот такая красота. Что с нашим платьишком? Как мы начинали вязать? Провязали веерочки и 1 столбик. Потом я добавила с одной стороны 2 столбика, получилось 3. Потом с другой стороны 2 столбика, 4. И вот таким образом я добавляла с разной стороны столбики в каждом ряду. А веерочки провязывала точно так же. Довела до 8 столбиков. До 8 столбиков можно и больше. Это, смотрите, на ваше видение, как вам нравится. Вот я довязала до коленочек, смотрите. Вот такое платьишко получилось красивое, замечательное. И обвязала воздушными петельками. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, через 2 столбика соединительный, 1, 2, 3. И получилось замечательное платье. 1, 2, 3. Буквально за часик, наверное, можно все связать. Размер маленький. И утилизировать наши остатки пряжи, потому что у нас у всех, наверное, вот эти вот остаточки большие всегда собираются, и мы не знаем, что с ними делать. А тут, пожалуйста, можно связать
платья. Барби все стандартные. И можно, знаете, заняться благотворительностью. Детские дома связать красивые. Я думаю, будут все детки и воспитатели счастливы, если вы принесете в любой детский дом, в такую детскую группу. А может быть и просто в садик, не обязательно в детский дом. Вот и все, вся наша красота готова. Расход пряжи минимальный, от силы грамм 20. Наше платьишко готово. К нему еще свяжем шляпку. Это вяжется очень быстро. А пока вот такая красота в нашем столе. Вяжем шляпку. Теперь нам для вязания шляпки нужно набрать в кольцо вот такое, которое потом мы затянем, 18 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3. Это тоже у нас столбик, считаем. И 18 столбиков с одним накидом нам нужно набрать в кольцо. И потом мы его затянем. Провязали 18 столбиков с одним накидом. Затянули хорошо центр. Присоединили третью воздушную петлю первого ряда. И вяжем таким образом второй ряд. 1, 2, 3. Это столбик с накидом. В следующий столбик вяжем 2 столбика. Так, секундочку. 1, 2. 1, 2. В следующий столбик вяжем 1 и чередуем, провязывая по одному столбику и по 2. То есть через столбик делаем увеличение. Что такое у меня? 1, 2, 1, 2, 1, 2. А потом 3 рядочка вяжем просто столько столбиков, сколько у нас уже есть, ничего не увеличивая, просто по факту. Формируется у нас шляпочка такая. Провязали 3 ряда ровно и вяжем поля. Что такое поля? В каждый столбик я провязала по 2 столбика. В каждый столбик вяжем 2 столбика с одним накидом, для того, чтобы у нас сформировалось поле шляпки. Присоединяем в третью воздушную петельку, но не до конца, а выводим белую ниточку. Сделаем обвязку белой ниточкой. Поэтому мы ее сейчас присоединим. И начнем вот так. 1, 2, 3 воздушные петли. Точно так же, как мы с вами уже и вязали. 3 воздушные петли. 1 столбик пропускаем. 1, 2, 3. 1. Попробуем сейчас 1 или 2. А то может быть и не 3, а 4. 4 воздушные петельки и 2 столбика. 1, 2, 3, 4. 2 столбика. Да, предлагаю вот так связать. 1, 2, 4. Пропускаем 2 столбика. Вот так. Обвязку предлагаю сделать 3 рядочка. Для того, чтобы красиво у нас поля получились, смотрите, что мы делаем. В самом последнем узоре 2 воздушные петельки и с самого начала столбик или такой даже полустолбик. То есть нам нужно оказаться ровно в центре нашего ажурного края. И опять начинаем 1, 2, 3, 4. Такой маленький секретик, такой маленький нюанс перехода. Провязала третий ряд. 2 воздушные петли мы так и заканчиваем вот в ту половинку, с которой мы начинали вязать. Полустолбик. Все. И ниточку делаем чуть длиннее, отрезаем, чтобы по всем воздушным петелькам нам провести как можно дальше, да, увести и спрятать уже в персиковом цвете, чтобы не видно было на сеточке. Поэтому отрезаем чуть-чуть длиннее и проводим ниточку до вот
того места, где уже ее не будет видно. И уже вот здесь мы ее окончательно уберем. А в итоге мы получаем вот такую красоту. Вот такая красивая шляпка. Она хорошо сидит на голове. Барби, они практически у всех головы одинаковые. Думаю, что под любой размер подойдет. И в итоге мы с вами получаем такую красоту. Платье и шляпочка. Такая вот моделька у нас получилась. Такое красивое платье до колена. Шляпка. Такая красота у нас получается связана. Огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Подписываемся на Яндекс.Дзен, телеграм-канал и Рутюб. Там выходят мои ролики, в Одноклассниках, ВКонтакте. Я думаю, что все уже все знают. Мои группы вязальные. Там я тоже все выставляю. А сегодня у нас вот такая замечательная летняя работа по украшению наших куколок. До новых встреч!